Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Сегодня необычный рассказ, потому что мы говорили о операторах, полководцах, государственных великих мужах. А сегодня будет рассказ об ученом. Ломоносов для нас это что-то абстрактное, очень расплывчатое. Никто не знает, что он изобрел. Ломоносов это образец, как можно построить свою жизнь, имея абсолютно нулевые стартовые возможности. А Пирогов создал поразительный атлас, который был самой популярной тогда книгой у хирургов в мире. Если после этой лекции один человек решит выбрать профессию врача, значит, мы с вами провели время здесь не зря. Дмитрий Иванович Менделеев. Лишь около 10% всех его работ посвящены химии, а 90% совершенно другим отраслям знания. Менделеев в полном смысле русский Леонардо. Он известен еще и как отец русской водки, что, если говорить откровенно, не совсем правда. Дорогие друзья, по традиции, эта лекция благотворительная. Это означает, что все собранные средства пойдут на поддержку наших бойцов в зоне СВО. Но если говорить конкретно, то на приобретение специального медицинского снаряжения. Вот посмотрите, что мы непосредственно доставляем в зону СВО в наши штурмовые подразделения. Здесь представлены специальные медицинские аптечки, так называемые первого и второго эшелонов, и ротный медицинский рюкзак. Сделано это под заказ по рекомендациям военных медиков. Аптечка первого эшелона. Здесь все для самостоятельного оказания первой медицинской помощи, то есть самому себе. С такой аптечку должен нести каждый боец-штурмовик. Препараты для обезболивания, остановки кровотечения, обработки раны. Аптечка второго эшелона в 3 раза больше. Она для оказания квалифицированной медицинской помощи специалистам-медикам. Можно провести обеззараживание, купировать тяжелые ранения для проведения эвакуации в госпиталь. И, наконец, по медицинский рюкзак бойцы говорят, что это переносной медицинский пункт на плечах ротного медика. Здесь расширенный набор лекарств, бинты, салфетки, всякие турникеты, шины, раны можно зашивать, стягивать специальным пластырем, заклеивать медицинским клеем, специальные одеяла, защищающие от теплового излучения, чтобы дроны не видели. Приспособления для проведения эвакуации в полевых условиях, карабины, тросы, фонари. Вот если хоть одного бойца мы с помощью этих медицинских инструментов спасем, ну или хотя бы спасем его от увечья, от ампутации, значит, мы с вами здесь тратим время не зря. Спасибо вам. Сегодня будет откровенный разговор, потому что я в процессе подготовки, как уже не раз бывало, несколько раз менял мнение о предмете нашей беседы. Постараюсь с вами поделиться. Я вам покажу 3 памятника. Вдруг кто-то из вас бывал в маленьком провинциальном городе Калужской области Боровске. В Боровске такой есть памятник. Ракета, устремившаяся в небо, и сельский учитель смотрит куда-то в космос. В областном центре в Калуге памятник, по идее, очень похожий. Более яркий образ поставили в 50-е годы к столетию со дня рождения Циолковского. Пассионарный профессор рассказывает о новых мирах. Ну и, наверное, все видели памятник покорителям космоса в Москве на ВДНХ, который во многом является копией Боровского памятника, только увеличенной. Такая же ракета, только гораздо больших размеров. И у подножия тот, кто стоял у истоков теоретической космонавтики, теоретического ракетостроения. Здесь замечательный образ Циолковского, мыслителя. И тоже взгляд его устремлен в небо. Кто он? Ученый
изобретатель, теоретик, гений, не признанный проклятым царизмом, основоположник космонавтики и ракетостроения, пророк от науки, философ, один из основоположников философии космизма. Но если вы вобьете в интернете «Правда о Циолковском», вы увидите целые телепередачи, я посмотрел их, и лекции, и ролики, и разоблачительные статьи, где написано, что никакой не ученый, не изобретатель. Это изобретатель велосипедов. Все, что он якобы изобретал, изобрели либо до него, либо правильно после него. А он просто фантазер. Это в лучшем случае. А так распиарены советской властью безграмотный лжеученый, сельский учитель без диплома, самоучка, бездарь, который приписывал себе чужие, давно сделанные кем-то открытия. Вот что мы прочитаем о Циолковском сегодня. В то время как в СССР это действительно был непосредственно предтеча великих инженеров, ракетостроителей, команды Королева, предтеча Гагарина, то есть базис, на котором базировалась вся космическая наука Советского Союза. Ну а потом мы прочитать можем в интернете, вбейте Циолковский как человек, и вы узнаете, что он домашний тиран, садист, скряга, вымогатель государственных грантов и вообще городской сумасшедший. То есть даже не чокнутый профессор, а просто сумасшедший, потому что он никаким профессором не был, ибо он нигде и никогда не учился. И, скажем честно, он даже среднюю школу не закончил. Пара классов гимназии. Все. Так кто же он на самом деле? Вот давайте об этом сегодня и поразмышляем. Если стартовать с самого начала, то мечта о покорении космоса – это не мечты 20 века. И еще древнеримский философ Лукиан, 2 век нашей эры, описывал путешествие на Луну и Солнце. Сирано де Бержерак, который отнюдь не литературный герой с носом, а очень интересный, загадочный весьма человек, в том числе писатель, автор утопических, сейчас говорят, фантастических романов. Это во времена нашего Алексея Михайловича Тишайшего описывал империи и царства, которые находятся на Луне и на Солнце. 19 век, когда началось развитие науки и техники, промышленная революция, там просто в космос полетели все. Я напомню, наверняка многие из вас читали Жюля Верна «Из пушки на Луну». Герои садятся, громадный снаряд, им выстреливают на Луну. Сегодня-то мы прекрасно понимаем, что они все бы моментально погибли в этом снаряде от перегрузок. Эти теории объяснения появились намного позже. А во времена Жюля Верна это примерно то же время, когда жил Циолковский. Это казалось, почему бы и нет. У Герберта Уэллса более красиво решена проблема полета на Луну. Там герой романа «Первые люди на Луне». Ему в руки попадает какой-то магический кристалл, который обнуляет гравитацию. Николай Носов беспощадно украл эту идею в «Незнайке на Луне». И вот там то же самое, обнуляется в радиусе чего-то гравитация, и корабль стартует и спокойно себе летит на Луну. Вы будете смеяться, но Константин Циолковский, помимо всех ипостасей, которые я перечислил, и которые ему так либо иначе приписываются с той либо с другой стороны, еще и писатель. У него есть целая серия научно-фантастических рассказов, повести. И вот в одной из них «Грезы о земле и небе» он тоже описывает полет в космос. Правда, Циолковский не обладал литературным даром. Это однозначно не Жюля Верна, не Герберта Уэллса. Там все это довольно скучно. Но это написано с инженерной точки зрения. У него не было магических кристаллов, и он понимал, что из пушки нельзя выстрелить на Луну, поэтому он описывал полеты в космос как инженерно-практическую задачу. И довольно занудно в этих книгах объяснял, какие перегрузки, какие скорости, какую надо построить ракету, чтобы с ее помощью преодолеть силу земного притяжения. То есть у него не столько художественная научно-фантастическая литература, сколько науч-поп. Популяризация законов физики, механики. Довольно практично все это у него описывалось. Вот, например, конкретно эта книга «Грезы о земле и небе». У нее судьба такая. А если кому повезет найти ее первое издание, будет богатым человеком, потому что, по-моему, их сохранилось пара экземпляров всего. Она потом в советские годы переиздавалась там чуть не 10 раз при Сталине и была советским бестселлером. Но первое издание в сильно дореволюционные годы имело довольно занимательную судьбу, характерную для Циолковского в целом.
Денег у него на издание книги не было, естественно. Он нашел мецената, местный калужский предприниматель, родственник писателя Гончарова, к слову сказать. И он издал эту брошюру. Она поступила в книжные лавки. Ну и в обществе пополз слух. Автора надо четко в дурку отправить. Мецената издателя проверить на благонадежность. Очень расстроился Гончаров. Забрал обратно из магазинов весь тираж, кроме нескольких экземпляров, которые успели продать, и все пустил под нож. Поэтому это страшнейшая библиографическая редкость. Вот так относились к произведениям Циолковского, примерно так же относились к его и научным работам, не только к научно-популярной литературе. Но у него была идея фикс – выйти в космос, и он, опять же, не фантазировал, как Жюль Верн и Уэллс. Он в своих книгах пытался представить расчеты, как выйти в космос, преодолев земное притяжение, как создать конкретную ракету, какую ей придать ускорение, какую космическую скорость, как эту ракету выстроить с точки зрения пропорций топлива и несущей части. Ну, в общем, именно поэтому сегодня о Циолковском и говорят как о теоретике космонавтики, но мне кажется, что значительно интереснее рассказ о Циолковском как о человеке. Это, может быть, действительно в нем главное, потому что в его судьбе есть нечто завораживающее. Как скромный учитель, более того, по меркам XIX века, а мы Циолковского считаем советским человеком, нет. Все, что он открыл и написал, было сделано при царе-батюшке. Он родился в 1857 году, еще крепостное право было. Так вот, как по меркам XIX века инвалид вдруг проявляет такую волю к жизни, такую тягу к знаниям и тягу к творчеству, как модно сейчас говорить, тягу к самореализации, что увековечивает его имя на всей планете и, более того, позволяет ему сделать научно-пророческий прорыв, наверное, в самом главном деле 20-го и, дай бог, и 21 века. И история Циолковского как человека, на мой взгляд, гораздо увлекательнее, чем история его как ученого. Поэтому давайте по порядку. Родился он в 1857 году под Рязанью, дворянин. Из шляхетского рода Естржемец, наш Сергей Естржемский, кто помнит, очаровательного любимца всех женщин, пресс-секретаря Ельцина, его дальний родственник по предкам. Это польский дворянский род. Предкам Циолковского принадлежало в коронной Польше 2 села, Великое и Малое Цеолково, и отсюда Циолковский. Ну, Циолково по-польски звучит, конечно, красиво. Фонетически Цолково – это Тёлково, поэтому это большое и малое Телятино. Если на русское перевести его фамилию, то не Циолковский, а Телятинский, или Телятино. Ну, в общем, 2 села, но потом, видимо, обмельчал дворянский род, как обычно в Польше. И во времена Екатерины они переселились в Россию. И с тех пор были российскими подданными. Тем не менее, отец его стопроцентный поляк по крови. Звали его Макарий Эдуард Эразм, тройное имя. Он закончил лесной институт, когда мы говорили о Николае Первом, который основывал большое количество технических институтов, будучи сам инженером. При нем был основан этот лесной институт, который готовил специалистов по лесному делу. Закончил лесной институт, служил в разных ведомствах. Большая семья, 13 детей. И вот рождается мальчик Костя. Он вспоминал потом, кавычки, «Я отлично помню, что моей любимой мечтой в самом раннем детстве, еще до книг, было смутное сознание о среде без тяжести, где движения во все стороны совершенно свободны и безграничны. Откуда явились такие желания, я до сих пор не могу понять. И сказок таких нет. А я смутно верил и чувствовал, и желал именно такой среды без пут тяготения». Это его автобиография. Он мальчиком хотел летать. В доме была огромная библиотека, очень любил Костя читать. Я вспоминаю, у моей двоюродной бабушки была большая библиотека на Украине со всякими редкими книжками. И была такая беседка летняя. Я в этой беседке от всех прятался. Шторки закрывались, такие кружевные. Площадь беседки была, как эти 2 стола примерно. Прятался в ней и читал целый день. Циолковский тоже вспоминал, что он прятался от родителей с книжкой. И вот маленький читал. А потом 8 лет мама подарила ему на день рождения игрушечный аэростат. Коллодиевая ткань наполнялась газом,
И он улетал. И вот этот вот подарок определил, наверное, всю дальнейшую жизнь Циолковского. Он потом носился, сооружая разные модели аэростатов, планеров, обожал запускать воздушных змеев. И первые годы его были очень счастливыми, пока однажды зимой, катаясь на санках с горки, закатался, одевайте детей, тепло зимой, и простыл очень сильно. Простуда переросла в скарлатину, скарлатина дала осложнение, и в 10 лет Циолковский оглох. То есть он чуть-чуть слышал, чуть-чуть. Но обычный разговор нет. Это сегодня компенсируемая проблема. Маленький слуховой аппарат вставляют в ухо, проволочка почти не видно, если не вглядываться. Настроить его можно с телефона. В Москве есть замечательный институт слуха, научно-исследовательский ФМБА. Там операции делают тяжелые. Мне рассказывали, как абсолютно оглохшим, глубоко контуженным солдатам с фронта вставляют какие-то чипы, возвращают слух, хотя бы частично, чтобы они могли адекватно социализироваться. А тогда это приговор. Ты глухой, ты инвалид. Все. Изгой. Помните, князь Тугоуховский в «Горе от ума», да? А? Что? Не слышу без очков. Глух мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота, большой порог. Это предмет насмешек. А представьте это у мальчика, учащегося в гимназии. Кто там будет с ним разбираться? Тут тупица какой-то, ничего не соображает. Он в разговоре участвовать не может, учителя почти не слышит. Составили на 2-й год. Он плачет, замкнулся в себе. Потом через 2 года папа забрал из гимназии и перевел на домашнее обучение. А дома, с одной стороны, страшная тяга к книгам, все подряд читал, все прочитал, что только мог. А с другой стороны, поскольку ты живешь в своем мирке, без звуков, то начинаешь не только читать, а что-то делать своими руками. У него отец был рукастый, тоже любил всякие модели собирать, воздушные шары, кораблики. И вот сын такой же, и все время что-то мастерит. Чтобы много денег не тратить, тогда же не было конструктора для увлеченных техникой молодых людей. Подсобный материал – это материя и проволока. Самое дешевое сырье для подобного рода занятий – это, догадаются девушки, что могло быть в середине 19 века. Чтобы дирижабли делать, воздушные шары, змеи. Кринолин – это не название материи, как я почему-то думал. Это название юбки из определенной материи, определенного фасона. То есть вот когда была мода на то, чтобы максимально широкая юбка, так как она поддувалась, и это могло вызвать определенную неловкость на ветру, если она раздуется. Эта юбка была в проволоке внутренней. Максимальный был 2 метра в диаметре по моде того времени. В экипаж сесть непросто. Но это было очень удобно. Во-первых, это красиво, потому что талия зрительно сужается на фоне ширины юбки. Смотрится хорошо. Во-вторых, это экологично и приятно, потому что раньше ведь не одну юбку носили. В приличном обществе 3, 4, 5 юбок, и все они там как-то путаются. Ну и в-третьих, что самое важное, свидетельство статуса, потому что в такой юбке работать ты не можешь. Ты можешь только ходить по бульвару с зонтиком и на балах. Значит, ты девушка из приличной семьи, которая в поле не трудится. Потом, когда эта мода закончилась, ну и плюс какие-то поношенные юбки, их продавали за копейки на рынке. Циолковский скупал эти юбки за карманные деньги, которые ему давали родители. И все время из них смастерил что-то легкое на каркасе. Отсюда потом появится у него идея, которую он будет пытаться реализовать, строительство особого дирижабля. Вот интересно, если бы у него все складывалось хорошо, и был бы он хорошим учеником в гимназии, может быть, в числе даже отличников, как бы складывалась его судьба? Стал бы он тем, кем стал? Этот вопрос из серии Ломоносов. Если бы не родился в крестьянской семье и не пришел пешком в Москву с неимоверной тягой знаний, преодолевая все возможные невзгоды, а был бы какой-нибудь в семье среднего дворянина, которому не надо особо напрягаться, учиться, чтобы чего-то добиться. Стал бы он Ломоносовым? Не знаю. Циолковский по этому поводу писал в автобиографии. «Я всю жизнь жаловался на судьбу, на несчастье, на препятствия к плодотворной деятельности. Но случайны ли они или имели какой-то смысл? Не вели ли они меня по определенному пути с определенной высокой целью?» Поскольку в гимназии он учиться не мог, но отец видел, что парень смышленый, решили отправить его через какое-то время поступать еще в одно высшее учебное заведение, основанное Николаем I, Высшее Московское техническое училище,
нынешнее училище имени Баумана. Циолковский приехал в Москву, но в Бауманку будущую не поступил. Честно говоря, нет внятных объяснений, почему. То ли не смог по глухоте, то ли не захотел. Но он остался в Москве, снимал комнату. Отец присылал ему деньги, рублей 15 в месяц. Ну, в принципе, молодой человек на 15 рублей мог жить один как-то, скромно очень. Но Циолковский жил не просто скромно. Он нищенствовал, потому что из 15 рублей он тратил рубль в месяц на хлеб. Хлеб стоил 9 копеек, такой большой. А дальше вода, ну и что там еще удастся перебиться, капуста. А большую часть денег он тратил на книги, ну и на разного рода реактивы и приспособления что-то мастерить. И делать еще опыт, химические и физические. Потом он сообразил, что на книгах можно сэкономить. Тогда библиотеки, к слову сказать, были платные. Посещение библиотек стоило денег. Это не то, что сейчас. Поскольку в Москве обнаружилась одна прекрасная бесплатная библиотека. Ее открыл меценат Чертков. Так она называлась. Чертковская публичная библиотека. Впоследствии коллекция Чертковской библиотеки станет основой нынешней исторички, Государственной публичной исторической библиотеки. И вот в Чертковской библиотеке с утра и до позднего вечера можно было бесплатно читать все, что хочешь. Заниматься, писать. И каждый день, как на работу, Костя ходит в эту библиотеку. Причем он читает не Дюма и Вальтер Скотт. Он, правда, вспоминал, что читал Шекспира. Ему посоветовал кто-то из студентов, тоже занимавшийся в Чертковской библиотеке. И Шекспир ему даже понравился. Но это было исключение. Потому что, когда спустя много лет в зрелом возрасте он решил перечитать когда-то понравившегося ему Шекспира, Циолковский был страшно разочарован и написал: «Я его бросил как совершенно непроизводительный труд». Помните Шерлок Холмс? Не забивал голову вся эта ерунда. Ему нужно было только то, что нужно по работе. Вот в этом он разбирался прекрасно. А то, что Земля круглая, это Шерлок Холмс не подозревал, и ему было совершенно лень об этом думать. Циолковский, видимо, был такого же типа человек, поэтому он читал алгебру, геометрию, высшую математику, физику, химию. Этот мальчик так понравился смотрителю Чертковской библиотеки, что он постоянно подсовывал ему разного рода умные книжки. Таким был его интеллектуальным наставником. И вот за 3 года самообразования в библиотеке Циолковский с огромным запасом изучил полную программу гимназических наук, возвращается домой и сдает экзамен экстерном на звание учителя начальных классов. Экзамен был очень строгий. Если ты получал хотя бы 1 тройку, целый ряд дисциплин надо было ответить, тебя не допускали к преподаванию. Я, кстати, не знаю, у нас есть тут с педагогическими дипломами люди? Есть? С тройкой допускают к преподаванию в школе? Легко. Даже да. Ну вот. А в дикие времена, в 19 веке, сдав хотя бы 1 экзамен на тройку, считали, что недостоин этот учитель работать в школе, пусть идет еще сам поучится. Циолковский сдал практически на отлично, как Ленин. Ленин сдавал университетский курс юрфака экстерном, а Циолковский углубленный гимназический, который позволял ему преподавать математику, алгебру и геометрию в школе. Кстати, опять же, когда я говорил о том, что он жил на копейки, покупал хлеб черный, воду, квас, а все тратил на книги и всякие химреактивы, кого это опять нам напоминает? Ломоносов, ну просто один в один. Назначен Циолковский в провинциальный уездный городок Боровск учителем арифметики и геометрии. Ну, вы зададите вопрос, как можно глухого, почти глухого человека назначить учителем. Ну, во-первых, нужны были учителя. Учителей не хватало. Это раз. Во-вторых, он совсем глухим не был. Если ученик вставал около левого уха и громко в ухо ему отвечал, он вполне мог разобрать. Плюс он всегда приходил со специальной трубой. Это единственный тогда слуховой аппарат. Они продавались в магазинах. Были дорогие импортные, из дорогостоящих материалов, красивые, разных форм, в том числе таких весьма эстетичных. Вставляешь конец этого рожка себе в ухо, а туда тебе кричат. Циолковский экономил деньги, поэтому он стал сам изготавливать разные модели труб из разных видов жести. Скручивал у него в его домике, в каждой комнате была отдельная труба. Если был вопрос, он сразу трубу доставал. Вот с такой же трубой он ходил и в школу. Говорил, что его труба лучше передает речь человеческую, чем всякий дорогостоящий импорт. А помимо этого он разработал совершенно уникальный метод
наглядного преподавания. Во-первых, он очень много давал письменных заданий, говорил-то он нормально. Он объяснял, а ему, не обманешь, значит, письменные работы сдавали ученики. Если устно, то вот около левого уха. Ну и плюс метод наглядности. Он все время что-то мастерил. Есть урок геометрии, треугольнички вырезал, какие-то квадратики, параллелепипеды, кружки. Все это тут же показывалось наглядно на предметах. Очень много ставил в школе опытов физических и химических. И это школьники легко запоминали на этих примерах законы физики, химии, математики. Дома у него все как и в классе. Горели какие-то горелки, гремели громы, запускались искусственные молнии, бурлили жидкости и реактивы, вступали в химические реакции, менялись цвета, летали модели, естественно, воздушных шаров и дирижаблей. Метод наглядности по Циолковскому. Он продолжал все время что-то мастерить. Ну, отец, естественно, все отцы одинаковы, он-то уже, наверное, махнул на сына рукой. А тут сын пробился в люди. И, несмотря на такой физический недостаток, защитился и преподает учителям. Отец гордился, тут же из своих скромных чиновничьих доходов справил ему шинель. Помните? Мечта Акакия Акакиевича. Времена примерно те же, чуть попозже. За 7 рублей. Дорогую. А самое главное, подарил сыну в связи с его назначением на учительскую должность вицмундир с золотым шитьем. 25 рублей. Циолковский все-таки дворянин. Поэтому, если он как учитель идет, например, на праздник какой-то в школу или идет на дворянское собрание, должен надеть мундир с золотым шитьем. Этот мундир Циолковский носил всю свою жизнь, потому что еще один такой изготовить ему уже денег всегда не хватало. Боровск – городок не очень простой, негласная столица русского старообрядчества. Туда сослали боярыню Морозову с сестрами. Протопоп Аввакум какое-то время находился в заточении. Туда все время паломниками шли старообрядцы. Ко временам Циолковского уже старообрядцев не преследовали. Он снял квартиру, целый этаж, в доме священника местного, естественно, священника старого обряда, и у них жил. И так получилось, что женился на дочери этого священника. Звали ее Варвара Евграфовна. Как потом вспоминал сам Циолковский, это был брак строго по расчету. Он писал незадолго до смерти, в кавычки, «Я женился без любви. Я надеялся, что такая жена не будет мной вертеть, а будет работать и не мешать мне делать то же самое. Браку я придавал сугубо практическое значение». Согласитесь, неприятный человек, да, в семейной жизни. Ну, уж я не знаю, насколько он строг был сам к себе. В сугубо зрелом возрасте, ближе к 80, но хоть и практическое значение, но как-то там 7 детей родилось у них в этом практическом браке. Но надо сказать, что Поповская, эта дочка, оказалась святым человеком. Во-первых, она тянула на себе весь быт. Она с утра до вечера работала. Дети были на ней, хозяйство на ней. Все вопросы она решала. И самое главное, терпела Циолковского, потому что тот еще был подарок по характеру. Во-первых, он по дому ничего не делал. За одним исключением, считал, что это мужское дело, шил рубашки. У него швейная машинка себе. И жене даже шил рубахи. Говорила, зачем покупать? У меня лучше. Прислуги не было, потому что денег не хватает. Он получал, как учитель начальной школы, 27 рублей 50 копеек в месяц. То есть примерно в 2 раза больше, чем посылал ему отец стипендию. Маленькие деньги, но прожить как-то можно было, если бы Циолковский не ввел следующее правило. Половину своих доходов он тратит на книжки и на опыты. На всякого рода реактивы, приспособления, а половину на семью. И если бы Циолковский не репетиторствовал, а как все нормальные учителя, нуждающиеся, он активно репетиторствовал, наверное, они вообще 7 детей бы не воспитали. Но он подрабатывал, платили за уроки ему хорошо, по рублю, по 2 за урок, потому что это был модный репетитор, толковый. Даже, например, репетиторствовал у детей предводителя уездного дворянства. Помните Киса Воробьянинов? Вот такой же, только в Боровском дворянстве. Более того, он подружился с этим предводителем, он к нему ездил в поместье летом, жил там и детишек учил. Ну и вообще
ходил на дворянские собрания. Ну и плюс ко всему, он оказался страстным учителем. Вообще есть такое расхожее представление, не только о Циолковском, а вообще почему-то, когда мы начинаем говорить о непризнанных гениях, что гений обязательно должен быть затравленным. Вот он в нищете нуждается, его серые умы понять не могут. И там дальше мы только в зависимости от времени ставим, диссиденты любят так порассуждать, только либо это его проклятый царизм мучил, либо совок, либо современный режим, все его мучают, затравленных гениев. Никто Циолковского не мучил. Надо сказать, что ученики его очень любили. Он был хорошим учителем. Вот что он вспоминал. В училище как-то я сразу сам полюбил учеников. Привязался к ним, не успел оглянуться, как увлекся преподавательским делом. Оно меня окрыляло, доставляло радость доброго деяния. Я сердцем чувствовал, что нужен этим мальчишкам. После школы меня дома еще ждали книги, рукописи и приборы. И научные занятия увлекали меня настолько, что я забывал обо всем на свете, о еде, о сне, о прогулках. Он был хорошим учителем, он долго мог объяснять терпеливо. Спустя какое-то время местное губернское начальство, из, как бы сейчас сказали, департамента образования областного, обратило внимание, что у Циолковского ни у одного ученика нет двоек. Вообще. Так не бывает. Прислали инспекцию проверять. Инспектор обомлел. И вот что он писал в отчете. Кавычки. Уроки Циолковского оставляют по себе весьма приятное впечатление, ибо его приемы преподавания просты, наглядны и практичны. Они оживляют и заставляют быть внимательными учеников во время всего урока. А потом ученики с удовольствием идут с учителем в поле, измеряют площади, определяют расстояние между двумя недоступными предметами, измеряют издалека высоту колокольни. У меня была 5 по геометрии, но я не могу измерить высоту ни дома, ни колокольни. Нас так не учили, практично. А расстояние зачем сейчас измерять? Есть Яндекс.Карты. К сожалению, воспоминания учеников не сохранились. Если бы они знали, что они учились у Циолковского, они бы все написали мемуары. Но вот одно письмо случайно есть, и оно в музее хранится. Письмо ученика своему учителю спустя много лет. И вот он пишет. «Я, как сейчас, вижу, как вы ведете нас на пустыри Боровска, где показываете, как можно запустить воздушный шар посредством подогретого воздуха по науке. Я помню вас смелым физкультурником, катающимся на коньках по льду реки вместе с детьми. Тогда редко кто из взрослых катался на коньках. Кстати, в музее в Калуге прямо так на стене и висят подлинные коньки. Сейчас, кажется, страшно неудобно, а тогда очень скоростные. Более того, он катался не просто так, он любил кататься с большим открытым зонтиком. Ветер, парус разгонялся. Его в музее космонавтики его имени в Калуге так и изобразили. С зонтиком и на коньках. Посмотрите, какая потрясающая композиция. Циолковский писал в воспоминаниях: «Поблизости была река, и я вздумал сделать сани с колесом. А потом заменил это особым парусным креслом». Ну, реки у нас главные дороги зимой. По реке на санях ездили крестьяне. Увидев меня, лошади пугались. Они пугались мчащегося паруса. Проезжие ругались матерным глазом. Но по глухоте своей я долго об этом не догадывался. Циолковский после уроков очень любил мастерить модели дирижаблей и потом напишет одну из своих базовых работ, которым будет увлечен всю жизнь. Это теоретическое обоснование конструкции цельнометаллического дирижабля. Тогда дирижабли проектировали только из материи специальной. А Циолковский разрабатывал модель металлического дирижабля, такого гофрированного, и считал, что это и будет самым надежным и самым мощным воздухолетом. Он мастерил очень много моделей разных летательных аппаратов, увлекался греблей, и поэтому мастерил лодки, катамараны, да лодки самые разные, моторные, парусные. Дом его был похож на сплошную мастерскую и физическую лабораторию. Как терпела его Варвара Евграфовна, представить это невозможно. В 12 лет он учительствует в Боровске, а потом директор народных училищ Калужской губернии, генерал и большой начальник. Кто у нас такую же должность занимал в истории? Самый знаменитый Ульянов. Ульянов отец, директор губернских народных училищ, по отзывам отмечает Циолковского, и его забирают в губернский центр, в Калугу, дословно как одного из усерднейших и способнейших преподавателей.
Провожают его из Боровска очень тепло, торжественными речами, напутствиями коллектива, поют ему многое лето. И вот в Калуге он и учительствовал, и прожил всю оставшуюся жизнь. С 35 до почти 80 лет. Там же выйдет на пенсию, сначала снимать жилье, а потом купит за бешеные деньги, но у учителя были деньги, 1000 рублей серебром одноэтажный домик в самом конце улицы, около воды, потому что там самый дешевый, сыро внизу. Чем выше, тем дороже. И надстроит впоследствии 2-й этаж. Это сейчас дом-музей Циолковского в Калуге. Вот комната дочери на 1-м этаже. Все очень скромно. Батареи раньше не было. Ну или, например, у нас сейчас проблема, если нет отдельного санузла, потому что в очереди стоять, толкаться. А у Циолковского был один санузел на всю семью. Вот такой. Вот вся семья, 7 человек там умывались. Вот такая печь, кухня. А с другой стороны печи комната, которая отапливается. Одна стена выложена изразцами. Вот такой плитка. Это самое, что ни на есть естественное отопление. И кровать рядом, чтобы было тепло. Самая интересная часть этого дома, там на 1-м этаже жилые помещения, а на 2-м офис Циолковского, который он пристроил. Там находится знаменитая лестница в небо. Это название дал один из советских космонавтов. Потом появится традиция, когда каждый космонавт, первое время даже американские космонавты, приезжали в Калугу, обязательно посещали дом-музей Циолковского, обязательно по этой лестнице поднимались на 2-й этаж в офис Циолковского. Лестница очень крутая, и кто-то из космонавтов сказал, что точно как трап, по которому мы поднимаемся на космический корабль. 9 ступенек, сознательно сделанных Циолковским, с определенным, крайне неудобным, как нам кажется, широким пролетом и определенной ширины ступени. Циолковский рассчитал, что для него с его ростом и шириной шага он померил, вывел формулу. Именно по такой лестнице с минимальным количеством шагов удобно подняться на 2-й этаж. Был педант. Я только еще одного человека знаю в истории, который знал, сколько у него ступенек в лестнице в доме. Шерлок Холмс, да, подкалывал. Говорит, каждый день вы ходите по этой лестнице, сколько в ней ступенек. И тут доктор Ватсон сел. Циолковский тоже относился к этому столь же педантично. И вот поднялся на 2-й этаж. Там люк еще, можно его закрыть. Циолковский у себя в норке. Под небесами, точнее. Там у него кабинет, этот же кабинет библиотека, рядом мастерская, холодная веранда и выход на крышу, где он мог посидеть, посмотреть на звезды. Большим был оригиналом, никогда не работал за письменным столом, он работал, сидя в кресле, у него была специальная дощечка окантованная, на дощечку клались бумаги, не пользовался никакими печатными машинками, он всегда писал от руки свои сочинения, повести, формулы и статьи. Вот примерно как сейчас у нас работают, положив планшет на колени. Вот так же работал Циолковский. Всегда писал только карандашом, потому что считал, что это эргономично, меньше нажим и меньше механических усилий для фиксации текста. Вероятно, тоже какую-то формулу это рассчитал. Нет ни одного текста, написанного ручкой или пером у Циолковского. У меня учитель химии была, классная руководительница. Она тоже была фанатом писания всего карандашом. И она даже наши работы в школе проверяла всегда карандашом. Не дай бог, кто подотрет. Она все помнила. Все замечания, оценки. Вот Циолковский был такой же. Интересно, очень есть памятник в Петербурге на улице Циолковского, где он изображен именно таким сидящим в кресле и пишущим на коленях свои научные статьи. Он вел большую переписку, очень много писем отсылал, получал, поэтому у него дома было что? Весы. Тоже сделанные им лично, особые весы с ультралегкими маленькими гирьками. Вот сейчас адепты здорового питания, да, взвешивают еду. А Циолковский взвешивал письма. Почему? Оплата по весу. То есть ты шел на почту с письмом, на почте конверт, клал на весы почтовый служащий, взвешивал и в зависимости от веса приклеивал количество марок. И ты эти марки оплачивал, что и было, собственно, оплатой почтовых услуг. Циолковский экономил время, поэтому он взвешивал все сам, очень точно, сам наклеивал марки, его задача была только дойти до почты и всю эту пачку писем в большой почтовый ящик сложить. Электричества не было, это для понимания времена Александра Третьего. А работал он, естественно, по ночам, поздними вечерами, после школы, поэтому освещалась его мастерская, библиотека, она же кабинет, очень тусклым светом керосиновой лампы. И лампа была, собственно, одна. Протянут трос через его офис, он сидит в кресле.
Лампа светит ему на бумаге, плюс рядом установлено зеркало специально, чтобы свет рассеивался. Если он хочет подойти к книжному шкафу и взять книгу какую-то, то по тросу лампа перемещается, посветит на шкаф, потом обратно. И вот так вот потянул за собой. Перемещалась по кабинету туда-сюда. Преподавал в Калужском епархиальном женском училище. А потом параллельно еще и в реальном училище. Ну, реальное училище – это почти гимназия, только с техническим профилем. И он не имел права это делать, потому что у него не было диплома о высшем образовании. Он мог преподавать только в начальной школе. Но начальство ценило, замечательный преподаватель, поэтому закрывало глаза на отсутствие диплома и платили ему полную зарплату, как полагается, преподавателю гимназии. Это ни много ни мало 80 рублей, тоже в 3 раза больше, чем в Боровске. Плюс в Российской империи была учительская пенсия специальная. Если у тебя 20 лет преподавательского стажа, то ты получал пенсию в размере полного оклада. То есть к этим 80 еще 27 рублей 50 копеек. Ну, плюс еще чуть-чуть репетиторствовал. И, в общем-то, это вполне себе средний класс. Можно жить и даже большую семью содержать. Поэтому, кстати, у него дочери учились в гимназии, и рояль дома стоял. Но если бы еще половину денег он не тратил на научные эксперименты, поэтому все равно несчастная Варвара Евграфовна еле сводит концы с концами, потому что и с большой зарплаты, с учетом всяческих еще бонусов, о которых я потом расскажу, все равно денег на большую семью не хватает. Циолковский постоянно пишет разные проекты, просит гранты. Он просит грант на строительство аэродинамической трубы, обращается в Академию наук Петербурга. Он просит грант на строительство модели дирижабля из металла. Что-то получает, к слову сказать. Купил велосипед. Он был вообще физкультурником. У нас почему-то образ Циолковского – это такой старик с бородой в пенсне. А на самом деле это очень спортивный человек. Он прекрасно плавал, он занимался греблей, он по 30-40 километров в день проезжал на велосипеде. Очень любил велосипед. Дорогой велосипед был за 50 рублей. Последняя модель. Вообще у него дома были какие-то такие модные штучки. Фотоаппарат, например, он чуть ли не первый в Калуге приобрел. Я даже не знаю, с чем сегодня сравнить это можно. Коньки. Спортсмен-любитель. Если бы спортом не занимался, до 80 бы лет при очень тяжелой жизни на самом деле не дожил бы никак. И вообще со временем он приобретает такую определенную известность. Вроде бы провинциальный учитель, но не каждый учитель находится в переписке с Академией наук. Не каждый учитель получает грант на создание новой аэродинамической трубы. Почти 500 рублей. Не всякий учитель публикуется в иностранных научных журналах. Циолковский публиковался во французском журнале про воздухоплавание «Аэронавт». Не всякий учитель участвует как приглашенный делегат во всероссийских съездах воздухоплавателей. Не всякий учитель находится в переписке с Жуковским, Перельманом. Потом Перельман напишет о Циолковском книгу уже в сталинские годы. Он посылает свои изобретения в императорские общества и получает отзыв один раз от Менделеева. Причем Менделеев хвалит его работу, говорит, очень оригинальная, очень интересная работа по химии. Это не изобретение, все это изобрели в Германии 25 лет назад, но то, что вы сами до этого додумались, в Калуге, прекрасно. Он пишет какую-то работу, связанную с физиологией, получает отзыв от Сеченова. Да, это не ново, это известно науке, но образ мысли у вас правильный. И Циолковский руки не опускает. Он понимает, что он своим умом дошел до того, до чего доходила наука в Европе не так уж и давно. Ну и плюс он хороший учитель. Ну, сложно в это поверить, но провинциальный учитель в 1906 году награжден орденом святого Станислава III степени за успехи на педагогическом поприще. Спустя 5 лет орденом святой Анны III степени за вклад в воспитание молодежи, как бы сейчас сказали. Помните, это есть Анна на шее, у офицеров Анна в шашке, в рукоятке, а у Циолковского была Анна в петлице. Гражданский орден. Потом, спустя какое-то время, его даже представят к 3-му ордену, но уволят директора училища, где он работал, и надо будет заново переоформлять наградные документы, а потом Первая мировая война, и в конце концов он 3-й орден не получит. А так заслуженнейший человек. Он не беден, вполне обеспечен. Правда, денег на проект, по большому счету, никто не давал. Разовые какие-то гранты, а он издает брошюры за свой счет, рассылает во все институции всем заинтересованным. Он пытается собирать деньги по подписке на свои опыты. Либо вот по такому-то адресу приходите, я принимаю любые пожертвования, буду готовить вам отчет. Можете в счет пожертвования взять новые мои статьи. Ну, так к нему относятся. Вроде учитель действительно одаренный,
Странноватый какой-то. Фантазер. Но человек интересный. У него совершенно не опускаются руки. Ему уже 60, а он продолжает, как лягушка в молоке. Все время публикует, посылает, ставит новые опыты. И тут, в ожидании третьего ордена, революция. Все. Он еще умудрился между февралем и октябрем 2017 года летом выйти на пенсию. 60 лет по состоянию здоровья. Потом ему придется вернуться обратно в школу, уже в трудовую школу, не в епархиальное училище, и работать не за 100 рублей, а за продпаек. Потому что есть будет нечего вообще. Деньги обесценились, да и обесценившиеся тоже не платили. Работал за еду. У него был термос, и он, полагавшийся ему продпаек, то есть горячий обед, термос тоже самодельный, в этот термос аккуратно складывал и нес домой, чтобы поделить с детьми и женой. Ну, это, слава богу, одна из дочерей устроилась работать в местной власти, в продотделе, поэтому вот вдвоем как-то они кормились. Хотя кормились плохо, тяжело, и считается, что один из его взрослых сыновей как раз в 2019 году скончается от пищевого отравления, съест какой-то гнилой капусты и умрет. Керосина уже никакого не было, освещали дом лучиной, как в древности. А в 2019 году его еще арестуют по доносу ЧК и отвезут на Лубянку. Он же со всеми в переписке научной. Находится в переписке с белогвардейцами. Слава богу, вступило за него руководство местного, уже советского департамента народного образования, все-таки авторитетный калужский учитель. 2 недели просидел в подвалах Лубянки. Иронично вспоминал, что кормили его там все-таки лучше, чем он ел дома. Якобы даже Дзержинский с ним лично встретился, есть такая легенда. Пожалел. В общем, через 2 недели отпустили. Гражданская война закончилась, и тут совершенно неожиданно в жизни Циолковского начинает все меняться к лучшему. Началось с того, что в 1921 году отдельным постановлением Совнаркома, как писали в советских учебниках, по личному указанию Ленина, я не знаю, знал ли Ленин хоть что-то о Циолковском, но постановление Совнаркома он подписывал, или на факсимиле ставили точно. Ему выделяется персональная пенсия, как заслуженному учителю и изобретателю. Пенсия в размере 500 тысяч рублей в месяц. Но это была эпоха гиперинфляции. Кто помнит, 2 капитана, там примерно в это время герой продавал на рынке сапоги за 15 миллионов. Покупайте сапоги новые, темные, покупайте сапоги новые, неотёрные, отличные сапоги, покупайте. Поэтому 500 тысяч много или мало сказать вам не могу. Тем более, что эту пенсию постоянно индексировали. И спустя какое-то время она уже составила 25 миллионов рублей. Но дело в том, что труды Циолковского, я чуть позже поговорю, собственно, по научной части, они в молодой советской стране, как говорится, попали в струю. Советская власть. Новое поколение молодых студентов, рабфаков, технических училищ, будущие молодые инженеры, они не видят преград. И если раньше труды Циолковского по ракетостроению теоретически читали, говорили, ну это все довольно интересно, но это же нельзя сделать, это же невозможно. Невозможно полететь в космос. Ну, фантазер. И дирижабль такой построить, идея оригинальная, но денег не дадим, потому что это невозможно. Современная наука против. Понятие «современная наука против» в молодом СССР не существовало. Нет преград никаких. Все возможно. А тут еще грядет индустриализация. И Циолковский становится невероятно уже на старости лет востребован. Это время, когда, по сути, наука превратилась в новую религию. Его публикации переиздаются, старые дореволюционные, имеют оглушительный успех у молодежи. К нему приезжают толпы буквально студентов технических вузов, инженеров. Он начинает так еще более активную переписку, свободные 20-е годы, с иностранными корреспондентами. Он в переписке с Германом Обертом ни много ни мало. И Герман Оберт, отец ракетостроения в Германии, говорит, что был поражен, прочитав работы Циолковского 20-25-летней давности. Там написано все то, до чего Оберт и германская наука дошла только сейчас. Ведь я могу считать вас своим духовным учителем. Если мы представим себе, что Герман Оберт, мы его мало знаем, но все знают точно лучшего ученика Оберта, это Вернер фон Браун, создатель Фау-2, гитлеровского вундерваффе и будущий создатель американского ракетостроения. То есть фон Браун ученик ученика Циолковского.
В 1932 году Циолковскому к 75-летию назначает персональную пенсию, уже сталинская, твердая валюта. Значит, 600 рублей, это в 2 раза выше хорошей зарплаты. Наверное, самая высокая пенсия в стране для бывшего учителя. Ему к 75-летию советское правительство дарит новый дом. На той же улице у него был самый последний домик, который горел, затапливался. 2 раза Циолковский все начинал заново. Сначала у него дом загорелся. Через несколько лет дом затопило, и погибли все его инструменты и вся его библиотека. И опять все погибло. И он каждый раз заново отстраивался, и заново, как лягушка в молоке. Он возобновлял все свои исследования. А ему дарят на той же улице только дом номер 1, на самом верху. Красивый, с электричеством, телефоном. Представляете, телефон и отоплением. Так и последние станут первыми, так, в буквальном смысле слова. И улицу эту, она называлась в советские годы улица Брута, в честь борца с тиранией. Улицу при жизни назовут улицей Циолковского. Он будет жить на улице Циолковского, дом номер 1. Образуется в 1934 году реактивный научно-исследовательский институт, сугубо военный, задача ракетная техника, «Катюши» потом. В этом институте работают все будущие звезды космического и военного ракетостроения: Глушко, Королев, Тихонравов, Шварц. А Циолковский главный консультант с огромной зарплатой. Он главный консультант Мосфильма, консультирует создание художественно-научного фильма о путешествии на Луну. У него же есть повести научные, и никто не знает лучше Циолковского, что такое невесомость, как должна лететь ракета, какие особенности поведение человека в открытом космосе. Циолковский главный консультант этого фильма, но он не увидит, фильм выйдет уже после смерти. Такой забавный сюжет. Голливуд отдыхает. И действие разворачивается в недалеком будущем, в 1946 году. По советской космической программе отправляют сначала животных, в том числе кошечку, а потом уже людей. Кошечка потерялась, не вернулась. И вот летит гигантский ракетоплан под названием «Иосиф Сталин» на Луну. Понятно, что с таким названием не долететь не может. Он успешно достигает Луны, огибает ее и прилуняется на темной обратной стороне Луны. Экипаж ракетоплана 2 космонавта. Это академик и его ассистент Марина. Однако там тайным образом пробрался незаконно еще и юный изобретатель Андрюша. И вот они прилунились, провели исследования, и потом счастливо вернулись. И по пути они еще, естественно, спасли кошечку, подобрали. Хэппи-энд. К 75-летию торжественное заседание в Доме Союзов в честь Циолковского. И на заседании президиума ЦИКа он награждается высшей правительственной наградой, которую может получить тогда гражданское лицо, орден Трудового Красного Знамени. 1 мая 1935 года по всесоюзному радио в честь 1 мая звучат сначала речи первых лиц государства, и сразу после них речь Циолковского о будущем покорении космоса. И он говорит о том, что мы, живущие сейчас, застанем будущие космические путешествия. И надо сказать, что многие застали. А я лично убежден, что если бы не Великая Отечественная война, то все бы произошло лет на 10-15 раньше. И, возможно, действительно, в 1946 году полетел бы первый космический корабль в космос. Это был бы не Гагарин, конечно, потому что Гагарин в 1935-м только-только родился. Но Гагарин потом приедет в Калугу. И не просто заложит традицию посещать домик Циолковского, где он рассчитывал теорию ракетных полетов, но он и заложит первый камень в музей. Первый в мире и, по-моему, самый большой даже сейчас в мире музей истории космоса имени Циолковского. Кто не был, обязательно сходите. Здание, заложенное Гагарином, а несколько лет назад Министерство культуры завершило строительство второй очереди этого музея. С другой стороны уже современный комплекс большой. Я сам занимался этой стройкой, иногда как прораб. Сходите, посмотрите. Это реально очень интересно. Циолковский пишет перед смертью завещание, письмо Сталину. И Сталин ему отвечает. Телеграмму Сталина Циолковскому опубликовали в «Правде» и «Известиях». Обратите внимание, Сталин от руки пишет ответ Циолковскому. Знаменитому деятелю науки товарищу Циолковскому. Примите благодарность за письмо, полное доверие к партии большевиков и советской власти. Желаю вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму вашу руку. И Сталин.
Конечно, Циолковский был благодарен советской власти, хотя все, что он написал, изобрел, почти все это было сделано еще до 1917 года, но именно в СССР он чувствовал себя, как тот молодой учитель в Боровске, востребованным. И востребованным не просто мальчишками, не просто школьниками, востребованным огромной страной, всей новой советской наукой. Он был благодарен за внимание, за почет, за достаток. Какие основные труды были изданы до 1917 года? 1892 год, это еще Александр III. О дирижаблях. Научное техническое обоснование конструкции дирижаблей с металлической оболочкой. Через пару лет об аэроплане с металлическим каркасом. Еще никаких аэропланов нет вообще. Этажерки деревянные, тряпка, фанера. Потому что летать могут только легкие материалы, говорит наука рубежа 19-20 века. А Циолковский говорит, летать должны металлические самолеты с единым огромным крылом. То есть представить было себе невозможно. Фантазер. Он делал инженерные расчеты. Он построит, как я вам сказал, получив на это грант, одну из первых в России аэродинамических труб и будет проводить опыты. Ну и, конечно, теория движения ракет. Циолковский думал, как можно выйти в космос. Снарядом нельзя, самолетом нельзя. Самолетов нет еще никаких. Дирижаблем нельзя. Ракета. Простая, но гениальная мысль. Ракета, которая фейерверк, новогодняя хлопушка. Салют запускать. Баловство. Но если ее сделать на особом топливе, по особой конструкции, то на ней можно преодолеть земное притяжение и выйти в космос. А дальше в безвоздушном пространстве только она и может лететь. Потому что там не на что опереться. Крылья не нужны. Можно только с помощью реактивного двигателя перемещаться. И приземляться, прилуняться можно только с помощью такого двигателя. Масса деталей. Он описывал искусственные спутники Земли, которые нужно будет запустить и для чего. Он описывал будущие МКС, космические станции, целые города. У него была теория постепенного расселения людей во Вселенной. Он описывал оранжереи, которые нужно будет специально, чтобы обеспечивать продуктами космонавтов. У него очень много идей, которые, знаете, как у Леонардо да Винчи. Вот Леонардо да Винчи, говорят, изобрел вертолет. Ну, конечно, ничего не изобрел. Он нарисовал что-то подобие вертолета. У Циолковского огромное количество таких же идей. Но, правда, разница в том, что если это правильно построить и чуть-чуть доработать, то оно, как правило, летело. В момент, когда Циолковский разрабатывает теорию ракетных полетов в космос, придумывает многоступенчатую ракету, которая будет отбрасывать одну ступень за другой, и выдвигает идею, что для того, чтобы преодолеть земное притяжение, нужно использовать жидкое топливо, жидкий водород, по-моему, кислород. Люди тогда даже не понимали, что это такое, зачем это нужно. В этот момент, простите, еще нет вообще никаких самолетов и аэропланов. А машину, может быть, видел один из 100 тысяч человек. Потому что машину делают какие-то кустари, одиночки. И называется это самодвижущаяся карета с непонятно как работающим двигателем. А он ракеты проектирует. Перельман писал по поводу изобретения Циолковского, что его изобретение как бы не совсем изобретение. Кавычки. Циолковского принято называть за неимением иного определения изобретателем. Он был, однако, изобретатель не в обычном смысле этого слова. Деятельность его не успела еще принести осязаемых плодов, которые вошли бы в наш повседневный быт. Трудами Циолковского воспользуются будущие поколения. Он творец смелых замыслов, замечательный технический мыслитель, один из величайших в нашем Союзе. Написано за 20 лет до запуска первого спутника Земли, о котором писал Циолковский. Советская власть еще больше любит своих гениев после смерти, поэтому после смерти Циолковского создается правительственная комиссия по похоронам, и хоронят его не на обычном кладбище, а в парке, где любил гулять Циолковский, недалеко от его дома. И это не простая могила, это мемориал, гранитные плиты. Там неподалеку с его могилой и построен Федеральный музей космонавтики имени Циолковского, дом-музей Циолковского и дом, где он жил, где лестница в небо. Это музей замечательный, сходите обязательно. И даже в Боровске сохранилась его чудом квартирка, которую он снимал у священника старообрядца, где провел свою молодость. Собственно, весь второй этаж – это мемориальный музей-квартира Циолковского в Боровске. Памятников ему не счесть, я их даже не буду здесь показывать. Появился город Циолковский несколько лет назад рядом с космодромом Восточный.
бывшее «Зато», и вот его герб. Самая знаменитая фраза Циолковского: «Земля – колыбель человечества, но нельзя же всегда жить в колыбели». И в социальной сети, тогда еще называвшейся Twitter, Илон Маск пишет: это одна из величайших фраз, когда-либо сказанных человеком. А когда в 2021 году Илон Маск по видео выступал на форуме знания, то он рассказал, что в офисе Теслы, это Tesla Space, есть и зал Королева, и самый большой зал, самая большая аудитория – это аудитория Циолковского. В семейной жизни все было очень тяжело. С детства начались у Циолковского проблемы, глухота. Он очень привязан был к матери. Когда он маленьким, умерла мама. Все это сделало его несчастным, изолированным. Из 7 детей 1 ребенок умер во младенчестве. 1 дочь во взрослом возрасте, что еще, наверное, страшнее. И все сыновья. 2 сына покончил с собой. 3 отравился. Причем покончил с собой по необъяснимым причинам. Весьма успешный, очень талантливый старший сын, которого Циолковский обожал. Игнатий, он учился в МГУ. Блестящий студент. Без объяснений принял цианид. Другой сын учителем работал на Полтавщине. Тоже без всяких объяснений покончил с собой. Только 2 дочери пережили отца. Потомки Циолковского живы. И сегодня. Если глухота в нем пробуждала такое самолюбие, стремление доказать людям, что он не больной, что он может всего добиться, и несчастье внешние, пожары, наводнения, все это еще больше подстегивало его к еще большему труду, то семейные трагедии наложили другой отпечаток на Циолковского. Он все больше и больше становился философом. Для него создание ракеты – это не цель. Создание ракеты – это средство. Это средство, как сделать всех счастливыми. А как сделать всех счастливыми? Надо, чтобы у людей было много пространства. Много земли, много воздуха. Чтобы не было проблемы перенаселения, чтобы не было войн, чтобы люди не толкались на этом клочке земли, не воевали за него. Чтобы они могли куда-то улететь, расселиться, освоить новые миры, чтобы их энергия уходила вовне. Он создает свою особую философию. Вообще, если мы почитаем его произведения после 1917 года, то там больше философских трудов, чем научных статей. И сейчас, кстати, в архивах примерно 600 работ Циолковского до сих пор не издано. Из них половина по философии. Философия довольно своеобразная. Циолковский был уверен, что она абсолютно истинна, точно так же, как истинной являются его инженерные расчеты. Он в ней не сомневался. Оценивать ее очень трудно, потому что она очень противоречива. Он был большим поклонником евгеники, то есть теории создания идеального человека. Что надо, чтобы люди здоровые, умные, гениальные размножались, а остальные просто жили. Плодить больных не надо, считал Циолковский. Надо поддерживать только здоровых и успешных. Только так каждый будет счастлив. Чтобы мир был без войн, без конфликтов, надо, чтобы на планете был один правитель. Никто ни с кем воевать не будет. А дальше просто заселяйте другие планеты, расселяйтесь. И для этого я вам придумал средства для счастья. Ракету. Стройте ракеты. Его философия и не материалистическая, и совсем не марксистская. Вообще непонятно, как советской власти терпели. Делали вид, что не замечали. Он считал себя атеистом. То есть все, что создано, это абсолютная природа и наука, никакого Бога нет. Христос, конечно, был, это великий древний философ со своим оригинальным мышлением. Но при этом у атеиста Циолковского ключевая идея, что космос весь, все галактики, это единый живой организм. А в основе этого живого организма живые атомы. Все атомы живы, и смерти нет. Смерть – это иллюзия сознания. После смерти человека его тело распадается на эти самые живые атомы и потом собирается во что-то другое. То есть похоже на переселение душ, только души никакой нет. Разобрались и собрались во что-то новое. В этом отношении жизнь вечна. Он говорил, я больше оптимист, чем любые религиозные адепты. При этом все живое. Камень живой, стол живой, стены живые, растения живые, люди живые. Это существа разной чувствительности. У человека высокая чувствительность, у растения средняя, а у камня очень низкая. Но они все состоят из живых атомов. Конечно, она кажется почти всем, кто читает философские труды Циолковского, абсолютным сумасшествием. Я только напомню, что мещанам города Боровска его статьи про возможность полета в космос сказали с чем?
тоже абсолютным сумасшествием. Поэтому я не хочу давать никаких оценок. Время все покажет. Говорить о том, что его идеи все были непрактические, я бы не стал, даже если мы отвлечемся от ракетостроения. Вот, например, тот же проект цельнометаллического дирижабля, который получил отрицательную оценку Имперской академии наук как неосуществимый. А между прочим, как говорят авиационные инженеры, сегодня этот проект многими обсуждается, потому что появились новые материалы, новой прочности, новой легкости. И, может быть, сегодня из новых материалов на новом витке науки строительство дирижабля опять обретает смысл, потому что новые стандарты безопасности. Дирижабли почему перестали строить? Цепелин взорвался. Пересек Атлантический океан, взорвался. Очень опасно. Представьте себе, в чем преимущество дирижабля по отношению к классической авиации. Дико дешево. Любые расстояния. Используется энергия, в том числе и ветра, и солнца, и всего. Колоссальная грузоподъемность. И не нужны аэродромы при наших-то масштабах. А экологично, как Грета Тунберг была бы счастлива. На самолетах не летает, а на дирижаблях летала бы с удовольствием. Да, Циолковский не строил ракеты. Он придумывал как. Ракеты потом строил Королев и его команда. Вот есть там же в Калуге на пересечении двух улиц, улицы Королева и улицы Циолковского, памятник «Связь времен». Здесь показывается символическая встреча Циолковского и Королева. Согласно легенде, они встречались. И Королев, еще будучи студентом, приезжал в Калугу. Вместе с другими студентами восхищался Циолковским, беседовал с ним. Легенда неподтвержденная. Об этом есть воспоминания, но там не совпадает по датам. Они точно встречались, но потом уже сильно позже, когда чествовали юбилей Циолковского в Москве. Что писал Сергей Королев, в кавычки. Циолковский не просто теоретизировал, он с исключительной проницательностью глубиной окружал все свои, иногда столь необычайные теоретические выводы такими серьезными и подробными практическими соображениями, что огромное большинство из них нашлось применение и широко используется по сей день во всех странах мира, занимающихся ракетной техникой. О чем, собственно, идет речь? Первое. Разработка реактивного двигателя на сжатых газах. Формула Циолковского – это основное уравнение движения ракеты, идея жидкого топлива для ракеты, плюс обоснование идеи многоступенчатой ракеты. Циолковский описал практически, как должен выглядеть пилотируемый корабль. Он примерно так и выглядит. Циолковский – это идея скафандра для выхода в открытый космос. Это идея запуска искусственных спутников и межпланетных станций. Это колонизация Луны и планет с целью расселить человечество и добиться всеобщего счастья. Вот кто он получается? Теоретик? Фантазер? Популяризатор собственных идей? Вот кто? Я попытаюсь дать такой ответ. Это человек совершенно особого рода. Если говорить высокопарно, пророк научно-технической революции. Константин Предтеча. Если к науке вообще принимы такого рода религиозные термины, то есть человек, который указал путь, по какому должна развиваться наука. Это если высокопарно. А если по-простому, то это просто учитель. Он учитель и Королева, он учитель и Оберта. Не в буквальном, духовном смысле. Он учитель и наших отцов ракетостроения. Он учитель и Илона Маска. Они все его духовные ученики. Урок Циолковского – это не столько, как, собственно, технически строить ракеты. Я, опять же, сам плохо понимаю все эти сложные расчеты. Мне кажется, что его урок – как можно жить и творить, несмотря ни на что. Ни на сложное переломное время, война, революция, ни на болезни тяжелые, ни на довольно скромные стартовые возможности, скромный социальный статус обычного провинциального педагога, ни на многочисленные личные трагедии, личные неурядицы. Это урок того, как своей неусидчивостью, неуспокоенностью, одержимостью своей мечтой можно попытаться изменить ход истории. Это первый урок. И еще один урок. Вы знаете, я в детстве любил читать советскую фантастику. Ее в 60-е, начало 70-х писали очень много. Она была очень интересная. Я помню, как я в библиотеке читал какую-то фантастическую повесть о полете сквозь солнце. Специальный корабль, специальные материалы. И наши космонавты летят, проводя там научные эксперименты. Ну, кстати сказать, Королев технически рассчитывал возможность полета вокруг Солнца. И если бы у нас наука шла по пути Королева, я думаю, что это было бы абсолютно возможно. В конце концов, мы запустили Буран. Вот тогда будущее видели так. Сейчас будущее видят значительно скромнее. Сейчас технический прогресс сводится к чему?
появлению новых моделей айфонов. Было 4G, стало 5G, прогресс. Но меня, честно говоря, больше вдохновляют те визионеры, которые ставят другого уровня задач. Основать колонию на Луне, полететь на Марс, создать какой-то невероятный искусственный интеллект. То есть те, которые ставят действительно глобальные цели. И поэтому мне хотелось бы, чтобы сегодняшние школьники, студенты, которые хотят и умеют, и понимают, как заниматься наукой и техникой, чтобы они ставили перед собой такие же глобальные задачи, как ставил Циолковский, Королев, Курчатов, Маск. Урок Циолковского в том, что невозможного не существует. Если ставить себе маленькие задачи, разработать 18-ю модель, ты можешь добиться успеха. Это будет успех в малых делах. Но если ты хочешь больших прорывов, то ты должен ставить перед собой большие цели. И в этом урок жизни великого учителя Константина Эдуардовича Циолковского. Еще одна мысль, с которой я с вами поделюсь. Это необычный памятник Циолковскому с велосипедом. Стоит такой смешной чудак, смотрит в небо на звезды. Мечтательно. У него есть в воспоминаниях история, как он как-то поздно вечером возвращался домой и ночью увидел светящиеся гнилушки. Вот такое подгнившее дерево, и там как светлячки они светятся. Современное электричество не дает это видеть. И он набрал эти гнилушек, принес их к себе в мастерскую на 2-й этаж, растер и рассыпал по полу. Погасил свою керосинку и говорил: я всю ночь наблюдал у себя дома звездное небо. А утром пошел дождь, и ему надо было идти в школу, и он не мог найти зонтик свой. Потом вспомнил, что он зонтик оставил где-то там, когда собирал эти гнилушки. Он побежал, а зонтика нет. Он говорит: вот, был у меня зонтик, да пропал. Ну ничего, зато у меня было мое звездное небо, свое собственное. И вот этот странный, и может быть по-человечески, не очень приятный человек в чем-то, в этих гнилушках видел звезды, воплощение своей мечты. Спасибо.